Еще хочу вариант показать, как сделать ручку в коробе укороченными такими вот рядами. Значит, я плела ситец. Вот смотрите, мой ситец, да, и я определилась. Вот где трубочки, здесь у меня должна быть ручка. И смотрите, один прутик из ситца я опускаю в эту сторону, он будет ходить у меня вот сюда и обратно, да, и вот доходить только до этой трубочки. Точно так же вот на этой стороне он будет доходить до вот этой трубочки и возвращаться. Таким самым я буду вязать в высоту только вот эти места, а эти места у меня будут полые. Вот смотрите, я как поступаю. Дошла я одной трубочкой до своей коктейльной трубочки и просто вот промнула и повернула. Все, и пошла плести, как я и говорила, только уже одной трубочкой в эту сторону, вот уголочек. Вот, я дохожу ситцем до вот этой коктейльной трубочки. Вот этот у меня здесь будет поворот. И я буду вот так плести в эту сторону и обратную, в эту и обратную. Достаточное количество. Вот я померяю, сколько мне нужно. Вот это количество я проплету. Точно так же я здесь сделаю. Потом включимся. Проплела я в высоту 4 ряда. Ну вот 4 поворотика здесь, 4 поворотика здесь. Одинаково. Также и с этой стороны у меня. И сошлась трубочками в ситец, проплела пару рядов ситца. Здесь сейчас я пойду прямую веревочку из 3, прямую. Вот я уже, вот мое начало ряда, я здесь начинаю. И эти стоечки пока что я оставляю. Вот сейчас я закреплю верхние стоечки. Буквально, наверное, 3-4 ряда. Веревочка из 3. Проплетя веревочка из 3 нужное вам количество рядов. Сейчас мастер-класс я снимаю по поводу этой ручки. Я не акцентирую внимание сейчас, что я здесь делала. Здесь вы делаете, что у вас по плану. Фиксируя тем же самым, фиксируя мне вот эти верхние стойки. Ну и вам также в изделии. Изначально я подрезала после того, как уже зафиксирован вот этот край, чтобы вот эти стойки я могла подрезать. Я их подрезала по своей ширине нужной, подкрасила и вот уже что сделала. Сейчас я вам на второй ручке покажу, как я это сделала. Можно оплетать по-разному. В этот раз я выбрала вот такой вариант. Если вам нравится, вот смотрите дальше. Так, одну трубочку коротенькую, вот такой вот ширины я здесь установлю. Но прежде беру шило или спицу, значит я за 3 ряда буду оплетать. Под 3-м рядом делаю небольшое углубление. Беру свою трубочку, я уже изначально тут уже вставила, проминаю ее вот так вот, чтобы она была слегка приплюснута. Ввела я ее под 3-ю трубочку. Вот. И сейчас буду ею оплетать таким же самым узором, какой у меня с той стороны. Здесь я сейчас буду делать 4 виточка с края. Так, фиксируем краешек, чтобы он никуда у нас не делся. Зафиксировала. Второй виточек. Вот эти же 3. Как бы край мы оплетаем и приводим его тем самым в порядочек. Трубочки влажные, мягкие, но не мокрые, чтобы не рвало ее. Вот видите, она такая приятная. Кожаная трубочка, ей работать приятно. Удобно. Так, вот. Перед последним этим виточком, сейчас я покажу, что я делаю. Так, тут уже сложно попасть. Так, вот эту коротенькую трубочку теперь мы сюда вставляем.
опять же шилом помещаем или же спицей, чтобы закрыть нам вот эти вот пенечки, так как здесь у меня будет хрестик, и там не все будет закрыто, не весь край. Вот. Так, 4 виточка я сделала. Так же, как с той стороны. Вот, приминаю я. И с этой стороны уже выхожу от стоечек по правую сторону. Делаю такой хрестику, половинку хрестика. Теперь я беру в эту сторону. Вот, перехрещиваю трубочки с этой стороны. Проверяю, чтобы это зрительно было красиво и ровно. И переходим на эту сторону. С этой стороны я буду прятать хвостик в плетение. Подрезаю немножко дальше краешка плетения. Вот, смотрите. Беру шило и заправлю этот хвостик под ряд, который ситец у меня. Вот и все. Где-то, если поцарапаете, не страшно, потом этим же колером мы все подкрасим, и все будет красиво. Так, беру следующую трубочку. То же самое, ее приминаю по всей длине. Ну, вот так вот, аккуратно. Рядом с крестиком начинаю новой трубочкой. Рядышком с ним. Вот так. Приминая эту верхнюю тоже трубочку. Так, не забываем отступить 3 рядочка. Все близенько под одна к одной. Тут поправила, тут прижала. И как бы как шьем нашей трубочкой, прошиваем туда и в эту сторону. Все, смотрим. Единственное, чтобы здесь вот зрительно они были по высоте одинаковые, однотипные. Так, второй и 3 виточек. Для серединочки я выбрала по 3 виточка, по краям по 4 виточка, здесь по 3. Все, перешли в перехрестный хрестик. Я там сделала углубление, чтобы было легче мне с той стороны выходить. Вот. Все. Второй крестик выполнен. Переходим опять на эту сторону. Подрезаю я опять же чуть ниже той стоечки, за которую я планирую спрятать. Шило берем. Под плетение заводим хвостик. Все, спрятали. На лицо идем. Следующую трубочку беру. Опять же я ее проминаю. И рядом с вторым крестиком начинаем делать следующие виточки. Все очень просто. Главное хвостик первый захватить, чтобы он не убежал. Так, руками я, конечно же, фиксирую, и не все видно. Так, вот. Мое изделие еще не грунтовано, поэтому проходят трубочки достаточно
хорошо между изделиями. Так, третий виток завершили. Делаем крестик. В эту сторону. Так, наизнанку прячем. Опять же, чуть ниже обрезаю, нежели ряд из ситца, и прячу шилом под него. Так, берем следующую трубочку и проминаем. Не забываем проминать. Наша трубочка была плоской. Так, и в эту сторону теперь пойдем. Вот, смотрите. Так. Потом я еще расправлю это все. Подкрашу, где поцарапала. Чтобы было все красиво, аккуратно. Так, один виток есть. Второй. Здесь уже 4, так как по краям у меня по 4 виточка. Вот смотрите, раз, два, три, 4, посередине по 3. 2 виточек. 3. И помещаем сюда же 4. Все. Ой, я не надо было выводить его. И вот с той стороны надо заправить просто. С трудом вывела. Ничего. Увлеклась. Так. Все, и с этой стороны мы его точно так же в плетение запрячем. Чуть ниже обрезаем, нежели вот это вот плетение, в которое мы планируем его завести. И все. И прячем. Так, что мы имеем на эту сторону? Все аккуратно. И что мы имеем на эту сторону? Зрительно у нас все одинаково должно быть. Все, подкрасим все, что поцарапалось. Так, теперь еще вот этот краешек надо сделать. Вот он. Вот он. Здесь я просто обвела без хрестиков. Так, теперь вот этот краешек обвиваем. Здесь я без хрестиков буду обводить. Здесь за 2 ряда. Если здесь 3 ряда я брала плетение, то здесь только раз, два ряда. Шилом делаем небольшое углубление. Краешек, который где широкий край, подворачиваем. Немного отрежем лишнего. Так, и все. И здесь будет у нас в каждом по 4 виточка. Здесь я не буду не вставлять ни крестики делать, ни полосочку вставлять. Просто виточки. Так, плотнее. Прошиваем 3 и 4 вот так ухожу.
в эту уже выйду часть. Так, раз цветочек. Два виточек. Три. Сейчас мы нарастим. Четвертый. Вот где-то вот надо, вот, чтобы сзади он был. Поэтому так и рассчитываем, чтобы наращивание произошло внутри плетения. Беру ту же трубочку, капаю клей и наращиваем. Трубочку проминаю. Так, раз, два, три. И будет сейчас четвертый виток. Уходим сюда, выходим. Так, аккуратно, чтобы не разобрать плетение. Так, ну давайте самостоятельно сейчас я доплету его. И в конце хвостик покажу, как заправить. Так, вот я сделала все по 4 виточка и покажу вам хвостик, как заправить. Точно так же я буду его в плетении прятать. Отрезаю, шило берем, находим ряд. И в него прячем. Все. Вот у нас с изнаночки как выглядит. Вот все. Подкрашиваю, где у меня поцарапалось. И можно все лаком скрывать. Все, ручка готова. Главное, смотрим, чтобы вот расстояние было вам удобное ручку ухватить.